ребята, ну вот уже наш третий день в Таиланде. Мы, конечно же, окоренились, надели знаменитые, традиционные, так сказать, туристические штанишки со слониками. И мы направляемся на завтрак. Мы нашли неподалеку от нашего дома очень такое инстаграмное место, так что давайте посмотрим, что там, да как там. Ребята, место действительно просто невероятно. Я аж растерялась, я не знала, что снимать, где снимать. Снимала просто все подряд со всех ракурсов. Кстати, меню было просто огромное, мы аж растерялись, не знали, что выбрать. Покушали, кстати, очень вкусно. Мне, кстати, очень понравилось наличие попугаев в этом месте. Я даже сняла маленький отрезочек, как попугайчик кушает какой-то орешек. И после такого великолепного завтрака мы уже как местные ходим по каким-то закоулочкам, а направляемся мы в Grand Palace, то есть самое главное туристическое место Бангкока, я считаю, потому что там собраны просто невероятное количество всяких разных буддийских храмов. И что же меня впечатлило, так это, например, реставрация прямо на глазах туристов, реставрация рисунков на стенах. Мне кажется, это невероятные навыки, ведь это надо быть настолько смелым, чтобы рисовать прямо на публике. В целом, наблюдая за Таиландом, за достопримечательностями Таиланда, для меня оказалось открытием наличия золота внутри буддийских храмов, снаружи, а также в настенной живописи. Кстати, интересный факт. Устав от такого огромного количества туристов, нам повернулась удача, и мы наткнулись совершенно случайно на такую вот незаметную фотозону, так сказать. Сделали много фотографий без лишних людей, без лишних глаз. Кстати, не знаю почему, но мне понравились именно здания на выходе из храма. А после храма, конечно же, наше любимое дело, мы пошли по закоулочкам, ну, раз мы уже местные, в штанишках со слониками, почему бы и нет. И мы направились в торговый центр Айконзиум. На данном кадре мы проходим через локальный рыночек. Очень напоминает на самом деле рынки во всех различных странах мира, просто обычный такой типичный традиционный маленький рыночек. Также мы по дороге прошли через мостик, и здесь у нас речка, ранее на которой мы проплывали на круизе, вы помните, да? И потом мы также по дороге встретили некий буддийский храм, очень маленький, ну просто прошли мимо, засняли немножко парочку кадров. И вот, наконец-то мы добрались к плавучему рынку, который находится в торговом центре Айконзиум. На этом рынке есть множество сувениров, поэтому мы там остановились очень надолго. Там есть различные мыла, бижутерия, маленькие статуэточки разноцветных слоников. Также там невероятное большое количество уличной еды. Здесь у нас крокодил, как вы помните, вы, наверное, уже видели, как мы его ели. Мы решили также перекусить, остановиться там. Мы еще попробовали настоящую кокосовую воду. Ну, на вкус, если честно, обычная вода для меня была, я не знаю, ничего особенного. Вот у нас немножко водички, потому что это плавучий рынок. Если честно, я ожидала, что он будет на речке, но, как оказалось, там просто периодически мелькают такие мелкие фонтанчики. И вот мы уже потихоньку перемещаемся именно в сам торговый центр. Мы поднялись на самый верхний этаж торгового центра, чтобы посмотреть просто на виды, как выглядит город с крыши Айконзиума. Также там был такой необыкновенной красоты и величины водопад с неба. Выглядит очень замечательно, мне очень понравилось. Ну и я не знаю, мне кажется, не хватит слов описать эту невероятную красоту. Просто город как на ладони.
Я думаю, каждому стоит посетить Айконзиум, если вы будете в Бангкоке. Внутри торгового центра, как и следовало ожидать, находятся мировые бренды, одежды. В общем, обычный шопинг для людей. Если хотите, обязательно пройдитесь. И вот мы плавно перешли на следующее утро. Утро началось у нас с кофе и брауни. И мы решили просто пройтись в парке, который также недалеко от нашего дома. Ранее мы были в парке под названием Лумпини, в этот раз это другой парк. Как по мне, этот парк оказался более интересным, более красивым, потому что здесь намного больше озера, возможно, это даже водоем. Мы пришли к локации моих фотокарточек из Инстаграма. Кстати, здесь очень много рекламботоксов, филлера, пластической хирургии. Я, если честно, не знала, что в Таиланде это пользуется спросом. После парка мы пошли в гости к нашей подруге, но по дороге мы зашли в суши-бар, перекусили сушами. Моя подруга была в Японии, с которой я вот сейчас сижу, и это были просто отменные суши, она сказала, прям как в Японии. Также мы купили тайский чай, очень вкусный, просто всем рекомендую, особенно холодный. И вот мы уже в этом небоскребе на крыше, я снимаю этот просто великолепный вид, я просто не знаю, как его описать, невероятный. В этом месте мы также поплавали в бассейне, но я почему-то забыла его заснять, прошу прощения. После мы направились в такой локальный рыночек, очень такой малюсенький, но зато мы перекусили манго стики райс, посмотрели еще больше сувениров и уже направились домой. И вот мы уже в аэропорту, кушаем и улетаем. Да, это последний день, очень грустно. Но что больше всего мне понравилось, так это наши места. Возле меня не было никого, сзади нас 3 места были полностью свободных, поэтому мы просто разлеглись по 3 места для каждого. Вообще шикарный полет произошел у нас. И, увы, наше путешествие подошло к концу. Мне очень понравилось, подружке тоже понравилось проводить время в Таиланде, но когда-то приходит этому конец. Увидимся в следующем видео.